У вас когда-нибудь бывало такое, что подходя к зеркалу и смотря на себя, вы видите другого человека? Привет, друзья! Вы все правильно поняли. Сегодня речь пойдет о психически больных людях. А если быть точным, мы поговорим про Ширли Мейсон, ее 16 личностей. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Только вдуматься, каково это встретить в своей жизни того, кто сначала ведет диалог с тобой, максимально вежливо и добродушно, но в какой-то момент вторая личность откликивается на то, что ей не понравилось, и злость, гнев и угрозы изливаются в сторону другого человека. В медицине это называется раздвоение личности. Ширли Мейсон родилась практически сотню лет тому назад, в 1923 году, холодным январским днем в Миннесоте. На первый взгляд ничего не предвещало беды. Отец девочки был простым плотником, а мама домохозяйкой. Но у матери Ширли был один весомый недостаток – шизофрения. Марта, так звали мать Ширли, систематически издевалась над своей дочерью, била ее, унижала, лишал ее еды и воды. Отец, в свою очередь, закрывал глаза на такие выходки и ничего не предпринимал. Сама же Ширли, в силу страха и любви к матери, защищала ее перед другими людьми. И всем говорила, что Марта – это образцовый родитель. Ни для кого не тайно, что многих из нас в детстве наказывали за наши проступки. Но есть одно «но». Наши мамы и папы были психологически здоровы, и наказания мы получали только в случае, когда провинились. Я, по крайней мере, надеюсь, что так оно и было. Самое важное, что нужно помнить, все расстройства идут из детства. Никто не рождается с шизофренией или еще какими-либо другими болезнями. Все дело в детстве каждого ребенка. Если к нему применялось слишком большое насилие, то в какой-то момент психика ребенка просто не выдерживала. Отсюда у маленькой и беззащитной Ширли стали проявляться провалы в памяти. Она буквально не помнила, что происходило час назад. Ее мать, мягко сказать, недолюбливала врачей и психиатров. Она считала, что каждый из них рад лишь тому, чтобы обмануть или развести человека на деньги. Но, тем не менее, Ширли все-таки удалось попасть на прием к врачу. Однако, подверженная постоянно менять свое решение, Марта передумала и отказалась от услуг доктора, сказав дочке, что врач больше не хочет с ней проводить сеансы. Шли года из года в год, все повторялось. Спустя 9 лет Марта умерла от рака груди, и у Ширли появился шанс на новую жизнь. Вскоре девушка отыскала своего прежнего психиатра, Корнелию Уилбер, и сеансы были возобновлены. Девушка к этому времени уже работала преподавателем по искусству в Колумбийском университете. Отцу, кстати говоря, было абсолютно все равно, что происходило с его дочкой. Он занимался своей личной жизнью. После смерти Марты он нашел новую спутницу и женился повторно. Очень интересное поведение отца. Все детство мать, будучи больной, издевалась над слабым звеном, а он даже этого не замечал. Еще и успел жениться второй раз. Вот такой вот отец. Правда, о нем мало информации. Интеллект, красота, сообразительность – все эти качества были присущи Ширли. Но единственное, чем она страдала по сей день, это провалами в памяти. Мейсон просто-напросто не могла вспомнить моменты из своей жизни. К примеру, она просыпалась на автостоянках или на полу, где вокруг была разбита посуда. Благодаря профессионализму доктора Уилбер, ей удалось на сеансах вытащить наружу каждую отдельно взятую личность и поговорить с ней. Все эти разговоры дали свои плоды, и был поставлен диагноз, что в девушке живет 16 личностей. Именно поэтому она не может вспомнить тот или иной момент жизни. Воспитанная и очаровательная девушка Виктория, которая скупала дорогие наряды. Упрямая и настойчивая Пегги Лу, которая рассказала, что именно этим именем мать Ширли называла ее в детстве. Более сдержанная Пегги Энн, крайне религиозная и замкнутая Мария, художница с британским акцентом Мерсия, обаятельная атеистка Ванесса, плотник Майк, более замкнутая версия Майка Сид, одержимая паранойей Нэнси, робкая Сибил Энн, малышка Рути, обиженная на весь мир религиозная фанатичка Клара, робкая, но решительная Эллен, любительница повеселиться Мерджери, безымянная блондинка-подросток и сама Ширли. А что, если бы одна из этих личностей была бы не плотником Майком, а, к примеру, Майк-убийца? Каково было бы ей?
если бы каждый раз, когда она возвращалась в свое сознание, ей говорили, что она убила очередную жертву. Такой бы исход быстро поломал бы жизнь этой милой девушки. Но, к счастью, все субличности более-менее были адекватными. Стала явной одна очень важная деталь. Доктор осознала, что каждая из личностей Ширли появилась ровно тогда, когда к ней возвращалось какое-либо травмирующее воспоминание из детства. Именно так психика девушки пыталась справляться с болезненными отрывками из прошлого. Доктор Уилбер описала субличностей Ширли как абсолютно разных людей. В тот момент, когда кто-то из них выходил на связь, менялось не только поведение девушки, ее манера говорить и жестикулировать, но ее и внешность, мимика и взгляд. Сомнений о диагнозе Мейсон становилось все меньше. Пациентка страдала диссоциативным расстройством идентичности. Когда одна из личностей выходила наружу, Мейсон тут же менялась. Это была уже не она, это был кто-то другой. Первая на связь вышла Пегги Лу, которая рассказала все детали общения со своей покойной матерью. Из разговора доктор узнала, что мать Ширли издевалась не только над ней, а также и над соседскими девочками, которые заходили в гости. Работа с пациенткой была очень плодотворной, настолько, что доктор Уилбер сблизилась с ней и посвящала практически все свободное время для изучения недуга девушки. До 1965 года они плотно взаимодействовали друг с другом, после чего Ширли была признана полностью здоровым человеком. Все ее субличности, по словам доктора, воссоединились. Любые врачи, которые слышали о методах лечения Уилбер, ставили под сомнение ее методы и вовсе говорили, что диагноз не является верным, что у девушки никогда не было никаких 16 личностей, а врач – это просто шарлатан. Но позже все-таки Корнелия получила свое признание в области психических отклонений, и к ней обратились за помощью в расследовании дела Билли Миллигана. К слову, это человек, у которого было более чем 24 личности. Он совершал самые страшные преступления, такие как грабежи, изнасилования и похищение людей. К сожалению, всю оставшуюся жизнь Ширли провела в одиночестве. Она решила переехать в Кентукки, подальше ото всех, кто ее знал. Основное свое свободное время приходило на то, чтобы писать картины. Также у нее, как и у матери, обнаружили рак груди, но женщина отказалась проходить лечение. Скорее всего, по той причине, что у нее выработалась ненависть к врачам, на которых она потратила годы своей жизни. Она прожила еще 8 долгих лет, после чего скончалась в своем доме, и окружали ее одни лишь картины. Есть еще несколько интересных фактов. В 1973 году журналистка Флора Рита Шрайбер издала книгу «Сивилла», на страницах которой подробно изложила случай Ширли. Этот труд в кратчайшие сроки стал бестселлером, разойдясь тиражом, превышающим 6 миллионов копий. Важно отметить, что автор книги называла ключевой причиной расстройства Мейсон сексуальное насилие со стороны матери. Корнелия работала с девушкой 10 лет, и из пациента она превратилась в лучшую подругу. Также ходили слухи о том, что именно врач принимал все решения за Ширли. После смерти Мейсон в ее подвале было найдено более 100 картин, нарисованных от руки, по типу вот таких вот. Девушка никогда не была замужем, у нее не было детей, и умерла она в возрасте 75 лет в 1998 году. Данная история подводит нас к следующей мысли. Девушку лечили долгие 10 лет, после чего она отправилась в то место, где ее никто не знает, возненавидела врачей и закончила свою жизнь в одиночестве. Так может, все-таки ее субличности никуда не делись? Может быть, они так и остались с ней, и одна из них сказала ей «Беги, Шарли, тебе нужно бежать», или же одна из более решительных личностей вышла наружу и сама отвела девушку в другое место, где будет спокойно. Но я думаю, мы все равно никогда не узнаем, как было на самом деле. Какой вывод можно сделать из этой истории? Насилие ровно уничтожению личности. Боль и страдания, перенесенные в раннем детстве, могут сломать психику человека и выработать страх к людям. Самое важное здесь – это любовь и забота к своим детям. Если родился ребенок, нужно заботиться о нем, помогать ему, учить его, но без кулаков, без физического и морального унижения. Ребенок в противном случае вырастет психологически слабым с заниженной самооценкой, станет пить, курить и употреблять наркотики, либо станет маньяком или убийцей, где по итогу окажется в психиатрической больнице, а выхода оттуда может и не быть. Пациентам зачастую вкалывают разные антибиотики, которые вызывают апатию
убивают агрессию и нервы и разлагают личность до атомов и молекул. Вся эта история поучительна тем, что нужно любить своих детей, а если ты болен сам, обратись к врачу, чтобы не испортить жизнь своему ребенку. Отцам не нужно закрывать глаза на насилие, а порицать действия своих жен, если есть за какие проступки, и быть внимательны к их психологическому и физическому здоровью. До конца все же мне известно, осталась ли больна Ширли. Эту тайну она унесла с собой, и только оставшиеся сотни картин могут что-то сказать. А на сегодня у нас все. Желаем вам здоровья во всех его проявлениях. Будьте внимательны, любите своих близких и подписывайтесь на этот YouTube канал. Также можете зайти в нашу телегу, там очень много чего интересного. До новых встреч, друзья. Пока.